Любой моряк знает, два выхода в открытый океан никогда не бывают одинаковыми. Вода скрывает больше, чем можно представить, странных существ, потерянные вещи и опасности, которые меняются буквально за минуты. То море тихое, как вечер дома, то бушует так, будто весь океан решил испытать тебя на прочность. Поэтому чувство облегчения всегда приходит в тот момент, когда корабль наконец разворачивается к берегу. Экипаж судна Golden Breeze провел в море почти 2 недели, куда дольше обычного. Первые дни были провальными. Сети возвращались пустыми, и команда понимала, что простаивать нельзя. Из-за истощенных рыболовных зон им приходилось уходить все дальше, в воды, куда редко заглядывали другие суда. Риск оказался оправдан. Они достигли удаленного района, где не было видно ни одного корабля, и улов внезапно пошел настолько обильный, что первая же поднятая сеть рассыпалась по палубе тяжелой серебристой россыпью. За 2 дня они забили трюм до предела, так, что не нашлось места даже маленькому ведру. Когда судно повернуло домой, на борту царило радостное возбуждение. Они видели китов, дельфинов, красоту открытого океана, но больше всего радовались тому, что возвращаются с рекордным уловом. Однако путь назад оказался сложнее. Море резко стало опасным, и капитан Джон Риверс решил уйти в сторону, сделав большой крюк, чтобы не попасть в центр шторма. Это стоило 2 дополнительных дней пути, но спасло корабль. Запасы еды и пресной воды подходили к концу, и моряки выживали за счет пойманной рыбы и дождевой воды, собранной во время шторма. Настроение падало, экипаж уставал, но все знали, что берег уже близко. И вот однажды утром тонкая линия земли показалась над горизонтом. Люди кричали от счастья, обнимались, смеялись. После долгих испытаний это казалось чудом. В этот момент один из моряков, Марти Коллинз, заметил движение рядом с судном. Это был взрослый дельфин, но он плыл странно, рывками, будто сдерживая боль. Когда он подошел ближе, стало ясно, что его хвост был туго опутан тяжелой рыболовной сетью, которую, вероятно, выбросили или потеряли другие корабли. Животное выглядело истощенным и безнадежно отставшим от стаи. Марти позвал остальных, и радость от увиденного берега мгновенно сменилась тревогой. Команда понимала, помощи дельфину ждать неоткуда. Либо они повернут обратно, либо обрекут его на мучительную гибель. Спорить не пришлось. Моряки единодушно решили спасать его, несмотря на задержку. Капитан развернул судно. Дельфин, истощенный, почти не сопротивлялся, когда рыбаки заманили его в собственную сеть и осторожно подняли на палубу. 2 сильнейших удерживали животное, пока старший помощник, Том Харпер, аккуратно разрезал спутанные нити. Лишь несколько толстых волокон удерживали дельфина. Стоило их перерезать, и вся вязкая масса соскользнула с хвоста. Проверив животное и убедившись, что серьезных ран нет, моряки открыли боковую створку палубы и опустили дельфина обратно в море. Через мгновение он скользнул в глубину, исчезнув в темной воде. Команда замерла в тишине, уставшие, голодные, вымотанные, но гордые. Они знали, иногда самое важное в море — не рыба, не улов, не скорость возвращения домой, а то, кем ты остаешься, когда океан проверяет тебя на человечность.